Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу чайный город Уди. Уди – это небольшой городок, расположенный недалеко от Киото, и именно он снабжает Японию лучшим зеленым чаем. Почему именно это место? Примерно в 8 веке чай пришел сюда из Китая, но это был напиток исключительно для аристократии. И только в 12 веке чай стал популярным и среди более низких слоев населения. Южнее города Уди территория чайных плантаций. Хотя плантация – это громкое слово, я бы назвал их чайными огородами. Они небольшие, но их очень много. Высокое качество чайных листьев связано с хорошим качеством почвы, туманным климатом, холмистой местностью и старым методом выращивания чая. Сейчас правом называться чаем Уди обладают только чаи, произведенные в префектуре Киото и выращенные в 4 префектурах – Киото, Сига, Мие и Нара. Мы сейчас на улице Омотесандо, главной туристической чайной улице. Тут вся продукция связана с зеленым чаем. Вот все, что можно придумать, все с чаем. Соба, такояки, мороженое, пиво с чаем. В общем, все. Также есть чайные дома, где можно посмотреть и поучаствовать в чайных церемониях. Ну и купить, естественно. Магазинов тут много. Несмотря на коронавирус, все они открыты. Ну, почти все. Мороженое со вкусом матча. Но, если честно, взял микс ванила и матча, потому что я не такой уже прям любитель зеленого чая. Ну, вам решил показать. Вот. А дети взяли себе со вкусом клубники лед. Грызут лед. Ну, правда, цвета хорошие. Существует 3 основных типа чая Уди. Первый – это матча, высококачественный чай, перемолотый в порошок. Второй – это сенча, чай среднего сорта, но тем не менее самый популярный вид чая в Японии. Примерно 80% всего производства. Листья собирают с прямыми солнечными лучами, потом пропаривают и скручивают. Третий вид – это гёкуро, высококачественный чай, который часто пьют с лечебными целями. Листья собирают в затененных регионах, как матча, а пропаривают и скручивают, как сенча. Согласен, хватит теорий, давайте уже выпьем. Культура чаепития связана с чайными церемониями. Настоящая церемония должна проводиться в правильно спроектированном чайном доме с опытным мастером тейши. Самый известный чайный в Уди является тайхуан. Билеты на чайную церемонию начинаются от 1000 йен. Но, к сожалению, сейчас коронавирус, кино не будет. На настоящую церемонию мы хоть с вами не попали, но все равно чай я вам приготовлю. А пока я ждал своего чая, любовался таким вот видом.
Сначала нам принесли матча. Нужно отсыпать в миску, которая называется чаван, примерно 2 грамма порошкового чая. Да, я отсыпал больше. Потом залить кипятком и взбить с помощью часен, венчика, сделанного из бамбука, до образования легкой пены. Ну, ваше здоровье. Неплохо. Вкус, надо сказать, у матча приятный, мягкий и даже немного сладкий. Затем нам принесли гёкуро. Три грамма листового чая заливается кипятком 50 градусов и нужно ждать примерно 2,5-3 минуты. Стряхивать сказали до последней капли. Ну и в конце мы попробовали чай сенча. В принципе, процесс не отличается от чая гёкуро, только температура кипятка 70 градусов, ну и ждать, соответственно, меньше, примерно 1,5-2 минуты. Первое место отдаем матча. Второе – сенча. Гокюру мне напомнило лекарство от горла. Вот такой чай прям. Чай. Для зимы. Сейчас лето, 32 градуса тепла. Неправильно пью. Наелся, напился. Чай, во, настроение, во, погода, во, пора отдохнуть. Ну а если вы не такой гурман, как я, и у вас нет времени или желания теребонькать во время чайной церемонии, можете купить холодный чай прямо в автомате. Проверим. Какой? Я не разбираюсь. А вы? Все в паутине. Все в паутине. То есть я, наверное, вообще первый человек, кто воспользовался этим автоматом. Сдачу отдай. Где сдача? Ну. Холодный. Кроме чая, город Уди известен храмом Бьёдоин, который построен в 998 году. Изначально это была вилла могущественного рода Фудивара, только потом это стало храмом. Вход на территорию для взрослого стоит 600 йен, для детей 400 и 300. А желающим зайти внутрь храма нужно заплатить еще 300 йен. Но, если честно, там ничего особенного. Еще один интересный факт про Бьёдоин. Он изображен на монете в 10 йен. Но это мелочи. А вот Феникс, который живет на крыше, он изображен на купюре в 10 тысяч йен. Это не мелочь.
Также на территории имеется музей храма Бьюдоин. Внутри съемка запрещена. Но когда нас это останавливало? Шутка. Также нам очень понравилась набережная возле реки Уди. Посмотрите, какое сильное течение у реки. Ну и также немалое количество мостов. В общем, город Уди мне понравился. С одной стороны чай, с другой храмы. Кстати, он очень неудобно расположен между Нарой и Киото. В общем, советую. Ну а пока. Пока.